Приветствую вас на канале Техревизор. В этом видео я собрал 5 лучших экшн-камер для покупки в 2023 году. Есть модели для обычных любителей запечатлеть какие-то моменты из жизни, например, поход в аквапарк или поездку на велосипеде. Есть модели, которые подойдут для людей, в чьи потребности входит снимать качественный видеоконтент, но пока нет надобности в профессиональной экшн-камере. Ну и соответственно есть парочка серьезных аппаратов, которые подойдут только людям, понимающим, зачем нужно это устройство. В общем, для профессионалов. Присоединяйтесь к нам, нажав на кнопку подписки и колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах. Ну и не забываем поставить лайк, если вам понравился ролик. Усаживайтесь поудобнее, а я начинаю. Открывает мой топ Eken H9R. Это бюджетная экшн-камера для любителей. Хотя, посмотрев на характеристики, так сразу и не скажешь. Вроде и 4К есть, и батарея хорошая, и угол обзора. Но вот как раз в том и дело, что 4К здесь условное. Если хотите купить эту камеру только из-за возможности съемки в таком разрешении, этот вариант сразу мимо. Здесь очень хорошо смотрится только Full HD, но спасибо на том, что есть 60 FPS. Поэтому, если вас устроит такой расклад, welcome. Но если вы собираетесь крепить камеру к шлему и снимать по катушке или даже просто пробежку, учтите, что стабилизацию не завезли. Поэтому эта камера подойдет скорее для съемки более спокойных видео. Для этого в ней есть приличный угол обзора в 170 градусов, но придется немного подредачить рыбий глаз. Хотя в Full HD эта проблема не так заметна. Далее в нашем распоряжении батарея на 1050 мАч. По факту вроде неплохой такой объем, но на практике все же лучше иметь какой-нибудь пауэрбанк в запасе, так как даже в 1920 на 1080 батарея будет садиться быстрее, чем за час. Также есть неплохая защита IP68, пыль не пройдет, вода не просочится, и всей вот этой истории мы, конечно, верим. Но лучше не полениться и воспользоваться аквабоксом. Кстати, он идет в комплекте, поэтому ничего отдельно докупать не надо. Также в коробке можно найти переходники для крепления, защитное стекло и пульт дистанционного управления. Но управлять камерой можно не только с пульта, но и с приложения, подключение к которому происходит по Wi-Fi. Довольно адекватное, понятное и не лагучее. Ну а больше и не нужно. Четвертую строчку занимает Xiaomi Mijia Seabird. А у этой модели от Xiaomi в этом плане есть небольшой казус. Изначально стоит китайский язык. А чтобы переключить на русский, скорее всего, не обойдется без YouTube. Поэтому придется потратить немного времени на такую мелочь. Но готовьтесь к тому, что перевод будет не самым тщательным. Хотя главное, что смысл написанного понятен, а к остальному привыкнуть можно. По разрешению расклад с первого взгляда практически одинаковый, но на практике оказывается, что 4К 30 FPS здесь уже не настолько липовый. Конечно, не рассчитывайте, что получится суперкачественное и детализированное видео, которое смонтировал и на миллионную аудиторию показывай. Скорее, среднего уровня с легкой зернистостью и шумом, если видео снималось в сумерках. Зато есть возможность снимать видео не только пешей прогулки, потому что здесь уже есть цифровой стабилизатор. Да, тоже не самый лучший, но он хотя бы как-то избавляет видео от тряски. А угол обзора в 155 градусов уже не доставит проблем с фишаем и редактированием материала в видеоредакторе. Да и батарею чуть получше держит. Объем аккумулятора тот же, но все равно снимать видео можно минут на 20 дольше. Правда, есть один нюанс. У этой экшн-камеры нет разъемов под крепление, то есть ее ни на шлем, ни на руль не прицепишь, только в руках и носить. Так как это очень важный момент, подумайте, под какие нужды будете брать камеру, чтобы потом не выдумывать ничего с креплениями. Тройку лидеров открывает SG-Cam SG8 Pro. А с этой моделью никаких манипуляций для крепежа не нужно. Здесь и резьба под штатив есть, и привычное крепление липучкой, и на ручку велосипеда. Более того, все это идет в комплекте, даже докупать ничего не нужно. И аквабокс, кстати, тоже. Хотя есть приличная защита IPX8, но если снимать под водой, то лучше с защитным боксом, без лишних переживаний. Кстати, здесь съемка будет повыше уровнем. Да, 60 FPS добавляет преимущества, но даже при сравнении с прошлыми 4К эти выглядят чище. Стабилизатора это тоже касается. Здесь стоит не обычный цифровой, а оптический. Не то чтобы он сильно лучше, но если сравнивать картинку с этой камеры с прошлой от Xiaomi, то здесь получается изображение более спокойное и с меньшим количеством тряски. Но сразу же появляется проблема. Рыбий глаз из-за угла обзора в 170 градусов.
Конечно, не настолько критичное, чтобы отказаться от покупки. Если вы снимаете видео просто для запечатления красивых кадров, чтобы потом родственникам показать, то в самый раз. А если речь идет о небольшом блоге, нужно будет немного корректировать этот момент. Но и тут ничего страшного, тем более, что здесь и батарея побольше, аккум уже на 1200 мАч. Разница во времени съемки, конечно, не критическая, но это факт. Кстати, здесь даже микрофон приличного уровня. Просто в тех двух вариантах с этим моментом было туго, а здесь можно смело говорить в камеру, расхаживая или разъезжая по улице. Серебро забирает DJI Action 2 Power Combo. И это уже как раз та камера, которая требует понимания, для каких целей нужно ее приобретать. Само собой, цена говорит о том, что брать ее для любительской съемки равносильно покупке Ferrari для повседневного использования в городских условиях. Но если нужно получать реально крутые кадры, а цена не вопрос, то, конечно, никто вас отговаривать не будет. Здесь реально крутое разрешение полноформатного 4К 4096 на 3072 пикселей. Более того, есть возможность записывать съемки в 120 FPS, а для привычного 1080p так вообще слоумо в 240, и претензий к полученной картинке – 0, даже если вы хотите показывать результат на широкую аудиторию. Никакой зернистости, шума и прочих неприятных глазу моментов. При монтаже докинуть цветокора, немного доработать звук с микрофона и вуаля! Плавное видео высокого качества готово. Даже с фишаем мучиться не придется, так как здесь угол обзора составляет 155 градусов. Ну а про тряску говорить ничего не буду. Стаб отлично со всем справляется, вот только есть претензии к батарее. Она уж совсем маленькая, на 580 мАч. Поэтому, если планируете долгую съемку, запасайтесь пауэрбанком. Также есть претензия к комплектации. В коробке нет ничего, кроме проводов. За это, конечно, спасибо, но хотелось бы хоть какие-то крепления вдобавок. Однако ничего не поделать, придется докупать самому. Но если до этого вы пользовались камерой GoPro, вам это сильно упростит жизнь. Можно докупить рамку, которая крепится к корпусу и позволяет использовать приблуды от GoPro. Стоит она недорого, а решение получается универсальным. Ну а к ПО вопросов нет. Есть удобное приложение DJI Mimo, в котором можно полазить в настройках без всяких лагов и с нормальным переводом. Первое место занимает GoPro Hero 11. Эта экшн-камера лучшая по характеристикам, лучшая по итоговому изображению, автономности, да и в других мелочах превосходит остальные модели. Но это вовсе не значит, что нужно с ноги залетать на Яндекс.Маркет и забирать ее. Если у вас уже есть 10-е поколение, то смысла в обновлении нет. Даже мелкие пролагивания, как у 10-й серии, при низких температурах встречаются. Оплатить за мелочи не вижу смысла. Но если в вашем владении 8-я или 9-я генерация, то можно без сомнений обновляться. Качество съемки заметно отличается в темноте. Стабилизатор получше будет, да и в общем изображение получается чище. Такая же ситуация, если вы хотите перейти с менее качественной и старой камеры на новую GoPro 11 для создания видео высокого уровня. Безусловно, сомнений не должно быть никаких. Здесь есть возможность съемки в разрешении 5312 на 2988 пикселей. В 2023 году это редко применяемая опция, но почему бы не получить запас на будущее? Тем более, что вы ничего не теряете. Здесь те же 4К со 120 кадрами, только матрица будет на 27 мегапикселей, поэтому видео получится еще более качественным. Тоже отличный микрофон и электронный стабилизатор. Конечно, все требует доработки и настройки, но если вы собираетесь купить эту камеру, то и сами все прекрасно понимаете. С фишаем проблем никаких, да и ПО адекватное, понятное и не лагучее. Батарея объемом 1720 мАч, снимает дольше всех предыдущих вариантов. Комплектация отличная, есть защитный бокс, клейкие крепления, крепление пряжкой и даже аккумулятор Enduro, который в прошлом поколении был как дополнительный аксессуар. В общем, все основное для профессиональной съемки будет в коробке. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. Стоимость всех моделей можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. А с вами была команда канала TechRevizor.